Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Друзья, всем привет! Привет! Сегодня 47-й день нашего кругосветного путешествия. Весь день сегодня были дома, монтировали видео, вот вышли прогуляться. На набережную. Да, вот там слева от нас море, океан. Вот. А сейчас мы, наверное, зайдем вот в кафе. Сейчас вам покажем, заметили. Хотим найти вкусный кофе. Оно не похоже на все остальные кафе здесь. Хотим попробовать. Ну что, друзья, заказали мы кофе 2 капучино. по стоимости за один $2.50. Саша взял еще себе его любимую булочку эмпанадос. Стоит она $2. А еще что-то даже здесь было. Комбо-сет. 4 вот этих пирожка эмпанадос и 2 бокала вина стоит $10. Нормально. Но мы вино не пьем пока. Пока не пьем. Ждем Аргентину, наверное. Да, это единственная страна, где мы можем соблазниться на Мальбек. Да, Сашин любимый сорт. Да, красное вино сухое. Еще там должна быть еще вкусная говядина, стейки. Ну, посмотрим. Да, будем все рассказывать. Сейчас вам расскажем попозже, как было кофе. Да, пока ждем. Принесли наш кофе. Сейчас попробуем. Давай, Катя. Вот такой набор, в общем, стоит $7. 2 кофе и пирожок. Кофе неплохой. Наверное, в Эквадоре один из самых лучших, что мы пили. Был хороший довольно-таки. По крепости крепенький и по вкусу. Просто что мы там замечали, там, что они один шот делают, да, Да, вместо другого? и даже большую чашку капучино делают только один шот эспрессо. Ну, как бы он получается... Да, просто, часто не хватает крепости. да, как латте скорее, нежели капучино. Но это Да, довольно-таки здесь хороший. хороший. Еще хотел немного рассказать о хозяевах нашей виллы. Мы должны были сегодня ехать на экскурсию смотреть китов. Есть отдельная экскурсия за $25 с человека. Но, во-первых, мы вчера их насмотрелись, а во-вторых, мы себя плохо чувствуем. Болит горло, насморк и все такое. И вчера вечером уже сказали Полу, что не можем мы поехать, хотим отказаться. Без проблем как бы отменил экскурсию. А мы сказали, что себя плохо чувствуем, приболели. Сегодня утром они нам принесли сок, да? Да, сок, витамины. Витамин С, шипучий, растворимый. Спросили, как себя чувствуем и все такое там. Внимание, конечно, такое подкупает. Да, Нам- очень они внимательные, прям спрашивают, что, как. По поводу такси сегодня сами спросили, как нам в аэропорт добраться, что мы решили, нужно ли нам организовать такси. Да, во сколько у вас точно самолет, мы сейчас узнаем у водителя, чтобы точно успели. Все это внимание в мелочах, оно нам очень нравится, конечно. Они молодцы. Не зря у них на Airbnb очень много отзывов. Мы прям рекомендуем, если вы там соберетесь, я думаю, лучшего места не найдете. Вот, и он нам еще рассказал, что сегодня в этом поселке, в этом городе День рыбака. Вот сейчас идем ближе к центру, посмотрим. Людей, по-моему, уже больше, чем обычно здесь. Очень много людей, машины. Сейчас покажем, как они отмечают. Дубайский филиал, пожалуйста. С качельками, сердечко.
тунца мы купили за $6. Вот эта вот рыбка, которая длинная такая, только что показывал, мы ее купили филе $5 килограмм. Я думаю, что это сарган называется рыба, но сейчас посмотрим, потому что погуглим. Должна быть очень вкусная. Только единственное, в Анапе, в Черном море, она была с зелеными костями. Здесь, по-моему, кости обычные. Вот такие военные патрули ездят, полные амуниции. 4 человека внутри, 2 сверху, все с автоматами, в касках, в масках. Друзья, мы принесли рыбу. Тут сейчас только что купили. Сейчас мы ее всю промоем и частично приготовим. Вот так вот выглядит это филе. Друзья, всем привет! Привет. Сегодня 48-й день нашего кругосветного путешествия. Рассказать особо нечего. У нас сегодня никаких планов. Мы сегодня будем отдыхать. Сейчас идем на рынок купить креветки. Может быть, в магазин зайдем, купим ананас. И пойдем домой. Возможно, сейчас зайдем в кафе, в котором вчера были, попьем вкусный кофе. Завтра есть у нас планы, но посмотрим, как погода будет, как сложится. А сегодня, наверное, больше нет. Может быть, покажем, как мы готовим креветок. Кстати, у нас новость. У нас на канале появились первые дизлайки. Ну, лайков немного, как бы, да. Большое спасибо вам за них, но на всех видео стояло 100% нравится. То есть ни одного дизлайка. На последних видео об Австралии и об том, что мы попали на ТВ, появились дизлайки. Мне просто интересно, у нас вообще как бы на канале демократия и гласность, любые мнения можно говорить, но нам просто интересно, что не так сделано, может мы что-то исправим, если возможно. Если мы не хотим исправлять, конечно, мы не будем ничего исправлять. Но интересно знать ваше мнение, интересно знать мнение. Да, что конкретно не нравится, может, пропишите в комментариях. Это было бы здорово. Вы бы помогли нам улучшить наш контент. Спасибо. Друзья, ну что, опросы показали, что все наши подписчики за кулинарный блог на нашем канале единогласно проголосовали. Мы не можем им отказать. И сегодня мы готовим мой любимый рецепт. Это рыба с креветками и сливочным маслом в фольге. Начнем. Начнем с фольги. Берем фольгу. Рецепт очень простой, но очень вкусный. Мы будем готовить 4 порции. По рецепту на дно фольги кладется лук-шалот. У нас нет такого лука. Мы кладем красный, обычный. В оригинальном рецепте используются спинки трески. У нас рыба-игла. Она у нас предварительно замаринована, но вообще мариновать не нужно. Можно и так. Следующий этап — креветки.
Можно использовать любые креветки, главное, чтобы они были не вареные, а свежемороженые. Следующий этап. Сливочное масло. Нужно сделать по кубику сливочного масла на каждую фольгу. Чуть-чуть соевого соуса. Черный перец. Соль. Теперь можно аккуратно завернуть. Наши конверты мы положили на противень. Вообще по рецепту это блюдо готовится на открытом огне. То есть внизу костер, открытое пламя, сверху на решетку вы кладете конверты с рыбой. Готовится это именно на очень жарком огне, именно на костре, примерно 5-7 минут. В зависимости от того, сколько вы чего наложили туда. Вот. Ну, мы готовим на гриле. Я это делаю на гриле первый раз, обычно делаю на костре. Думаю, так же примерно, потому что огонь у нас сильный. Я думаю, сравнимо с костром. Вот так вот дальше покрутим. Вот. И можно ставить. Закрываем. Главное не упустить момент. Так, прошло 7 минут. Практически 8. Выключаем гриль. Слышно, как рыбка там внутри шкварчит. Это хороший знак. Главное не обжечься. Вот так. Опа. Даже если вдруг 7 минут не хватило, чуть-чуть оставляем в фольге, она в любом случае дойдет. У нас все готово к обеду. Сейчас я разверну, покажу, что там получается в итоге. Ну, по цвету креветок видно, что они готовы, рыба тоже готова. Масло все растаяло, все это вниз опустилось, пропиталось. Почему я говорю, что креветки нужны именно свежемороженые, а не вареные, которые красные уже. От них не будет такого аромата. Аромат не могу вам передать, даже своим заложенным носом чувствуется, какой-то вкусно пахнет. Лук, масло сливочное, креветки и рыбка. Приехали в национальный парк, и вот для въезда, ну, видимо, и для входа нужно записать данные наших паспортов. Мы доехали до точки, где нас высадил водитель. Вот здесь начинается, ну, как бы он там уже начался, наверное, на въезде. Национальный парк, название внизу справа у вас. А сейчас мы направляемся по прямой к самому известному, наверное, самому красивому, как говорят, пляжу Эквадора. Сейчас посмотрим. Ну, погода не очень, конечно, чтобы посмотреть, но как есть. Пляж действительно очень красивый. Песок не белый, он скорее серый, наверное, смесь белого, он может вулканическим каким-то песком. И пляж представляет собой такую лагуну, достаточно хорошо так закрытую с обоих сторон. Жалко, конечно, нет солнца. Друзья, всем привет! Привет, привет. И сегодня 49-й день нашего кругосветного путешествия. И мы на самом известном пляже Эквадора. Не буду произносить, коверкать язык. Внизу справа, как всегда, написано название. Пляж достаточно красивый.
как я уже сказал, образуют такую достаточно закрытую бухту. Конечно, в сезон, Да, в солнечный день, наверное. да, здесь вообще прекрасно, да, красота. просто широченная береговая линия, немного людей. Ну, всем хорошо, здорово. Мне кажется, здесь вода даже другого цвета, не как в городе у нас, да. Здесь она такая, ну, все-таки более такая Голубая. голубая, океаническая. Как раз если было бы солнце, было бы совсем по-другому. Вот. А сейчас мы идем в сторону смотровой площадки. Она находится вот как раз на этой горе. Видно, там какая-то беседочка. Попробуем на нее забраться и посмотреть на это все дело сверху. Еще на этом пляже нет ни одного кафе или какого-то магазина. Сюда даже запрещено проносить свои продукты. То есть как бы он остается такой вот, ну, в первозданном виде. А мы дошли, по-моему, до тропы, которая ведет на смотровую площадку. А вот соответствующая табличка. Катя на хайкинге идет на смотровую площадку. Идти минут 20 где-то. Ну, Посмотрим. вот так пишут, да? Да. Я не думаю, что здесь была, да, раньше? Была. Природа вокруг точно такая же, как на том острове, на который мы ездили в составе экскурсии. Если вы не хотите туда ехать, точнее, если вам не нужны синеногие эти олуши, то можно смело здесь просто погулять. Будет примерно то же самое. Необычное дерево, такая корневая система тут мощная. И какая-то вот эта опять штука. Мы такую уже видели в Панаме, да, много таких было. Похожие на муравейники какие-то. То ли это с кем-то построено, то ли это такой какой-то нарост на дереве. Непонятно. Если знаете, напишите. Вот мы дошли до развилки. Направо пляж, где можно увидеть черепах, которые там откладывают свои яйца. Вот, а налево смотровая. Ну, мы пойдем в смотровую сначала посмотрим, да? А еще здесь кругом растут деревья пало-санта. Кто любит медитировать, заниматься йогой, шаманить, все в курсе, что это за дерево. Вот, и кругом здесь его запах. Мы часто шаманим, поэтому знаем. Да, мы уже шаманы с опытом. И первый вид, который нам открылся, как раз на пляж с черепахами. Вот он внизу под нами. Друзья, здесь просто невероятный вид. Вода сине-голубая. Нет ни души. Ну, туда мы сейчас сходим еще. Да. А вон и кит. Сейчас я вам попробую поймать момент. Вот он прыгнул, видели? То есть просто, даже просто с пляжа видно китов. Не так близко, конечно, но можно увидеть даже вообще никуда не плавая. Вот он еще один прыгнул. Класс. Будем надеяться, что он еще выпрыгнет. Вон, Я не увидел. вон. А вот такой вид открывается со смотровой площадки. А мы теперь идем на пляж Тартуга смотреть, как черепахи откладывают яйца в песок. Ну или как маленькие черепашата вылезают из этого песка. Что-то одно точно увидим. Друзья, ну что, мы стоим перед Тихим океаном, решили все-таки мы искупаться. Мы сюда ехали за пляжным отдыхом, но не очень нам повезло с погодой. Да, солнца не было ни одного дня. Прошлые дни были еще к тому же довольно-таки прохладные. Сегодня вроде как потеплее на улице, солнышко где-то пробивается. Но мы решили напоследок искупаться. Завтра мы уже уезжаем с этого места. Ну, как говорится, что не делается, все делается к лучшему. Мы очень классно здесь отдохнули. Да, отдохнули, выдохнули, никуда не торопились, не бежали, сделали кое-какие дела. У нас была шикарная вилла. Да.
шикарные хозяева этой виллы. Сегодня с утра опять 10 раз спросили, как вы себя чувствуете. Да. Все ли в порядке, может что-то надо. Вот. С китами нам повезло. Киты у нас были как бы на втором плане, вроде бы, ну увидим, так увидим. Но это было вообще шедеврально, конечно. Да. Мы узнали, что это самая опасная страна. Да. Каждые 2 часа здесь кого-то где-то убивают. А, к счастью, мы погуляли по Гуаякилю, не было никаких инцидентов. Да, везде полиция, военные с оружием, ну как бы нам это особо не мешало. Да, у нас никаких вопросов вообще не возникло. Все люди были добрые, душевные, приветливые, никаких вопросов. По еде, ну как бы так, своеобразная здесь еда, но в целом недорого. Да, дороже, чем было в Боливии. Но... Мы, наверное, нигде прям супер вкусного места так и не встретили. Да, не поели, но... В Боливии было вкуснее. Да, в ну некоторых и местах. большой плюс, что здесь море, свежие морепродукты, мы О, отъелись, да, креветки, рыбка, дешевые. И если есть возможность, лучше, конечно, самим готовить. Да. Ну ладно, мы пойдем. Да? Попробуем Тихий океан.